Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вратьё. Для сегодняшнего ролика посмотрите, насколько я идеально выбрался. Просто на лет 10 стал моложе. Еще и рандом со старта меня, я смотрю, подкручивает, что гоблин-убийца пришел. Что я здесь вообще по игре вижу? Это хорошая легендарная фигура. Темпларка, Спектрас, Свенджа, Кира, Вертик, Пускар. То есть тут вообще идеальные такие легендарочки. В принципе, я давненько не играл на Темпларке через Ведьмаков. Но тут игра намного идеальнее, это Ведьмаки Дракона. Поэтому в идеале мне игру начать через механизмов гоблинов, а там уже как-то, подстраивать свой билд и тому подобное. Еще, конечно, можно было бы попробовать на зверях через вертолет сыграть. О. Так, колечко мы берем по-любому, по любасику. Я думаю, колечко 100% возьму. Сейчас, конечно, проверю на всякий случай. Да, я колечко буду брать 100%. Потому что это универсальный предмет. В принципе, почему нет? Вот он реально шикарен. Предмет для старта просто шикарен. Я вот всегда, знаете, я заметил такую тенденцию, что я беру 3 предмета со старта. Это мана плюс 40, колечко плюс 30 маны и дискорд. Потому что если приходит эгида со старта или 2 штуки эгиды хотя бы со старта. Боже, резачок пришел. И 2 луны. Так, Сларка я буду скипать, либо же Джаггера скипну. Может получится мне даже через рыцарей сыграть. То есть, возможно, даже через рыцарей получится сыграть. Так, клевер мне не нужен, я его скипаю. Обалденный предмет пришел 100%. Палку беру или колечко взять, или палку. Не, я палку возьму, потому что у меня луна есть как бы. Если луна со старта в двойку придет, то в принципе это будет неплохой персонаж. Ни в коем случае. Со старта он будет неплохо защищать столы, особенно если у кого-то там будет суммоны. Луна в двойку со старта довольно-таки хорошо чистит столы. Как видим, вот по мобам она довольно-таки неплохо зачистила. Можно будет... все, понял. Я тебя услышал. Гоблин, это гоблин. Можно еще в уровень попробовать выйти. Или так оставить. О, острые наручи. Ребята, я вот как вам все время говорил в своих роликах. Острые наручи со старта, особенно на 3-м раунде, когда у вас есть хороший танк, это must have. Ни в коем случае не скипайте острые наручи, если у вас есть такая возможность, и вы играете через довольно плотных героев. Если у вас энча в двойку, то есть вот такие вот персонажи, ни в коем случае не скипайте. Острые наручи, это must have со старта. Просто они дают столько импакта, что вы себе представить не можете. Я думаю, по ролику, короче, будет видно, я думаю. Сейчас посмотрим, насколько заимпактит эти острые наручи. Главное, чтобы не срабатывали у меня. То есть у меня вот по какой-то причине они все бьют половина хпшного резака. По какой-то причине. Это ж охотник, точно. Вот этот кабанчик, который суммонит, это охотник. Я забыл. Чем меньше хп у персонажа, тем, соответственно, они начинают в одну цель бить. Ладно. Так, этого продам. И я возьму уровень все-таки. Возьму уровень. Мало ли мне сейчас фиолетовая фигура хорошая придет со старта. Вот мне, смотрите, эгида пришла. Мне жрец нежить пришел. В идеале бы мне сейчас дискорд найти. Было бы вообще топово. Или гоблина баф поставить. Я даже не знаю, кого лучше. Либо же оставить чистый урон, либо же баф гоблинов поставить. Вот как-то в чистый урон я верю немного больше, чем все-таки в другой урон. Чем урон эгиды. Не знаю, как-то я не особо верю в урон эгиды. Можно поиграть будет через гоблинов мехов, потом кого-то перестроиться. И палку я, наверное, все-таки оставлю в тинкере, чтобы он максимально быстро мог накопить ману и все такое, и так далее, и тому подобное. Как-то так. Как-то так. Пока вот, тут по-любому будет собираться нежить. Вот гадалки не ходи, по-любому здесь будет собираться нежить. Вот 100% даю. Просто, зубы давать не буду, зубы дорого. Поэтому из-за того, что зубы дорого, я зуб давать не буду. Не, я жлоб, не дам. Бэтрайдеры пришли, Абадоны пришли. В идеале я бы мог поставить 4 рыцаря уже вот в скором времени. Наверное, придется так сделать, не знаю. Оставить жреца или гоблина. Если баф гоблинов правильно, неплохо. Там чувак уже 2-го уровня охотника нашел. Конечно, не совсем хорошего, но в принципе нашел. Можно было бы и через эльфов здесь стартануть, но все-таки мне хочется гоблина мехи попробовать собрать. Если мне получится золотые роллы получить, это будет просто идеально. Это если получится. А так, губозакаточная машина точно получится.
Неплохо я только что, неплохо так резаки у меня подрезали их. Молодцы. Не спорю. Похоже на то, что мне будут приходить сейчас гоблины-мехи. Вот похоже на то. Я, наверное, всех рыцарей сейчас распродам. И лучше поставлю мехов, гоблинов. Халявный ролл мне все-таки нужен. Какой-никакой, но это халявный ролл. Так, палку скипнуть я не могу, естественно. Так, пока сделаем так. Вот почему я сейчас оставил Бэтрайдера? По той лишь причине, что у него такой, знаете, хороший тикающий урон стал в этом патче. Я не знаю почему, но он реально в этом патче стал довольно-таки хорошим. Ну, тут чувака в двоечке, тут меня вынесли. Просто испепелил меня. Обидненько. Обидненько, конечно. Ну ладно, что поделать. Зато я ему лустрик слил. То есть 1-1 получается. Ты мне минус 5 хп, я тебе лустрик слил. Легионка пришла, ну... Круто тень, да? Чувак уже 2 охотников в двойку нашел. Ты сейчас, ну, не рофлишь надо мной? Может, ты еще сейчас 6 охотников? Может, ты его в тройку раннюю соберешь? Он, конечно, не имбалансный персонаж, но если его в тройку собрать со старта, это будет довольно-таки проблематичный перс. Короче, я лучше выйду в инкам сейчас. Пусть у меня будет 22 монетки, пусть у меня будет немножко слабее стол, но я думаю, что будет все в порядке. Я думаю, то, что я сейчас делал, это не такая уж и ошибка. Вот посмотрите, у него просто 2 персонажа в двойку пришли. Как же они разваливают под охотниками. Если он его раннюю в тройку соберет, у меня будут такие, ну, довольно-таки хорошие проблемы. Не дай бог он еще соберет суммонеров, то там будет вообще развал кабинета. Но ему неплохо повезло так с предметами совсем. Ой, с предметами, с героями. Ну, в принципе, смотрите, что я буду сейчас делать? Мне нужны гоблины мехи, желательно золотые роллы. Даже если хоть раз я мобов выиграю с золотыми роллами, то будет это замечательно. Главное, чтобы здесь чистый урон не собрался. Но если даже он соберется, то я думаю, как-то я смогу переиграть эту тему все. Мне главное, чтобы никто, кроме меня, Свенчика там не собирал вот таких вот ребят. Охотники нежити. Просто в каждой игре охотники нежить. Вот хоть в каждой игре собирай воинов против этих охотников. И просто души их со старта. Воины со старта это такая проблема на самом деле. Если вы собрали... Так, это Гриттер. Ну да, ну да. Я ожидал немножко большего, если честно. Обидно. Ну ладно, посмотри, давайте так. Ну, конечно, обидно, да, вот, конечно, все такое. Вот так, омника возьмем. Конечно, обидно, там, больно, неприятно и так далее и тому подобное. Но давайте вот... Как-то так, может, расстановку сделаю сейчас. У меня на самом деле сейчас такой слабый стол, что, скорее всего, я ну, от мобов откисну. Что-то у меня есть такое подозрение, что я откисну сейчас от мобов. У меня прям такое огромное ощущение, знаете. Ну, очень слабый стол. Боже! Я забыл острые наручи перекинуть, боже. Из-за того, что я сейчас не перекинул острые наручи, я потерял кучу урона по мобам. Ну, как я и сказал. Вот знаете, я свою чуйку уже знаю за километр. Если я чувствую, что я сейчас продую и получу по лицу, то это означает, что я сейчас продую и получу по лицу. Не подвела меня моя чуйка, не подвела. Да. Ладно. Ладно. Черт с ним. Не повезло немножечко. Ну как не повезло? Сам не доиграл. Но на самом деле у меня довольно-таки слабый стол. У меня ни одной двойки нету. Ну даже если бы так, то я в принципе мог бы что-нибудь такое поставить. Думаю, хотя бы пару двоек каких-то. И мобов пережить. Но то, что я не пережил мобов, на самом деле на 10 уровне это не критично.
Не надо, конечно, чтобы проигрывать постоянно на 10-м раунде, но это не критично. То есть еще ситуацию можно исправить. Просто я потерял вариативность предметов. Вот в чем минус огромный. В остальном все в порядке. То есть не все так плохо. Если бы еще резак успел закастить, вообще было бы идеально. Там легионка в двойку, боже, она меня сейчас так порвет лицо к моему тинкеру. Или не порвет? Да не, порвет. Да, порвет, скорее всего. Да, там легионка мощная. Или не порвет? Тинкер. Тинкер, 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 Тинкер. Первого уровня. Тинкер под бафом гоблинов взял, задушил рыцаря. Легионочку в двоечку. Просто душанул по полной программе. Я думаю, у человека там... Бабка. Не, ну бабку надо брать. Бабку нужно брать. Вместо кого ее поставить? Я, наверное, может, сейчас немножко уровня возьму. Боже, какой у них там хороший стол. Завидую немножко. Я так понимаю, здесь со старта чел собирает ведьмаков плюс троллей. Пока что, конечно, он неплохо меня выносит. Но у него, кстати, не фуловые ведьмаки. Не знаю, почему он их не фуловых не сделал, но, скорее всего, ему просто не пришли фуловые ведьмаки. А вот теперь, я поставлю сейчас full buff цвет. Ой, full buff. Баф цвет. У меня будет сейчас по одному дубликату с каждой моей фигуры. Жалко, конечно, что это не второго уровня фигуры, но тем не менее это тоже довольно-таки будет хорошо. Сейчас на моем столе будет 9 фигур вместо 6. Правда, первого уровня. Вот это вот огромный минус. Не, ну если бы у меня была легендарная цвета, то был бы огромный плюс. Но еще был бы огромный плюс, если бы этот весь стол был в двойках. Вот это вот был бы прям огромный плюс-плюс. Прям такой, знаете, плюс-плюс-плюс. На самом деле мне цветы нравятся. Они классные. Но как же их сложно реализовать, когда тебе особенно предметы не приходят. Тут еще вот против меня сейчас полная... Ну, отлично. Это ж не полный охотник был против меня, или полный охотник был против меня. Так, я беру уровень. Его, наверное, возьму. Омника продам. Халявный ролл есть. Но я, наверное, буду роллы копить, хотя можно попробовать пойти уровень. Да, я попродаю сейчас немножко персонажей, чтобы на следующий раунд у меня уже был 7-й уровень. Не скажу, что у меня все хорошо. Фуловый ведьмак собрался. На самом деле, я не знаю, напишите мне сейчас вот байт на комментарии, ребят. Вот, смотрите, прямо сейчас бачу на комментарии. Напишите в комментарии, кто играл через чистых ведьмаков, через ТБшку в этом патче. Вот есть такие люди здесь или нет? Я просто не играл на ведьмаках через ТБ в этом патче, от слова совсем. Я даже не пытался, потому что я посмотрел как бы описание синергии и понял, что это, ну, какой-то тильт, а не синергия сейчас именно если играть через ТБшку. Поэтому, ребят, жду в комментариях ваш ответ. Байт на комментарий кинут. Не очень пришло. Не очень пришло. На самом деле, был бы у меня 8 уровень, я бы сейчас 2 клокерка еще поставил. У меня просто была бы орава первых уровней фигур. Как я сказал, первых уровней фигур. Я что, совсем, ну... Она даже не звучит как-то правильно. Ладно. У меня будет армия фигур первого уровня. Вот как правильно должно звучать. Уже мозг поплыл, уже все. Все, я 15 раундов отыграл, у меня мозг просто уплыл. Все, все. Что поделать? Знаете? Не знаете, секунду. Потом. Ща. Одно мгновение. Я гоблина уже буду апать.
Я не буду пытаться там одну монетку выбить, потому что это не получится у меня. Просто физически я этого сделать не смогу. Поэтому. Ну, острые наручи, в принципе, можно было бы еще одни взять. Либо же ману попробовать. Лучше бы я острые наручи взял. Боже, какой тиль. Просто мне пришла гномья брошка, когда она мне просто не нужна. Какой же это тильт, если честно. Ладно, в принципе, у меня там будет вертолетик. Я под вертолетика смогу эту гномью брошку закинуть. Просто понимаете, на 15-м раунде мне эта гномья брошка, но она никуда не писалась. Она у меня просто будет лежать, висеть, не знаю, что с ней будет просто происходить. Просто она будет чилить у меня. И именно из-за того, что она будет у меня чилить, у меня будут огромные проблемы с этим. Она не дает никакого импакта для меня, никакого вот, ну вообще, короче, ничего не дает. Но я думаю, вы меня прекрасно понимаете, что я имею в виду. Поэтому из-за этого у меня будут огромные проблемы. То есть, если бы мне какие-то арканцы упали, какой-то другой, короче, какой-то либо другой предмет мне упал, он бы давал мне плюс. То есть, он давал бы мне импакт. Но в данном случае, единственное, что она мне дает, это болт на 28. Причем по губам. А потом по щеке немножечко. А потом суп с котом. У гоблинов я выставить не могу. А, не могу. А что я думал, что я не могу? Потому что дурак? Ну, потому что дурак, да. Не, ну вот сейчас, кстати, ситуация будет совершенно иной, как по мне. Баф фулл гоблинов со старта очень и очень сильно помогает. На самом деле, я помню, как только добавили бабку, точнее, как только бабку пустили в 4-й тир, она раньше же была легендарной фигурой, и вот бабка, получается, стала 4-м тиром, эпической, на постоянной основе. И я помню, как мне очень максимально рано, там что-то на 7-м или на 6-м раунде у меня уже были фулл гоблины. Боже, ребят, насколько это было сильно со старта иметь такую синергию. Сильнее только может быть, это если у вас упали убийцы через волшебников. Вот это вот было бы сильнее намного. Вот это, наверное, единственный момент, когда реально было бы сильнее. Вот сейчас было бы намного сильнее, если бы мне со старта пришел вертолетик. Я бы тогда смог поставить фулл баф мехов. И может быть на 20-м раунде у меня бы получилось собрать хорошую синергию. Но это мечты. Это мои влажные фантазии. Да, я этого хочу. Но по закону подлости легендарная фигура ранее мне не придет. Зато моим противникам просто, ну, вот с лету. Сейчас вот кто-то из них 8-й апнул, сейчас сразу же легендарная фигура им придет. И именно та, которая нужна, придет, понимаете? Это закон подлости. На самом деле меня так кринжует. Я на 10-м уровне, то есть... Ай, ладно, я уже говорил 10 раз по этой теме, вот этой вот несправедливому роллу. Поэтому я не буду даже повторяться. В этом нет, не имеет никакого смысла. Поэтому просто давайте почилим, покайфуем. И будем держать кулачки о том, что мне сейчас придет легендарная фигура. Я блинк, наверное, сейчас заберу от бабки. Я бабке отдал сейчас гномью брошку. Но, наверное, она на способность, конечно, не работает. Это гномья брошка, то есть... ну да, она ж не будет работать у меня на бабку, точно. А мне просто эту гномью брошку некуда реализовать больше. Вот как бы это кринжово не звучало, но реализовать гномью брошку я больше никуда не могу. Поэтому пусть хотя бы будет вот так вот бабки. Я объясню, почему она не работает. Хотя, может, и работает. А ну-ка, напишите мне в комментарии, работает ли гномья брошка, когда бабка активирует свою способность. По-моему, она не работает, потому что у бабки фиксированный урон со способности, и она только может передавать дебафы. То есть, если там 125 урона она дает свои Ух ты, гоблин. Вот, то у нее фиксированный урон, насколько я знаю. И неважно, что вы будете делать, у нее будет просто фиксированный урон. Хочешь ты этого или нет. Фиксированный урон — это все. И единственное, что передает ее способность, это дебафы. То есть это всякие там Йольнеры, дезоляторы, скади. Что еще? Вот что еще есть такой дебаф, который на рейндж-тычку? Чел играет через фулл ведьмаков с непонятным там каким-то билдом и тем не менее находится в топ-3. А, он без денег сидит. Тю.
Я-то думаю, каким образом он находится в топ-3, если у него только баф ведьмаков. Непонятно. Непонятно мне. Надо выходить, наверное, в 9 уровень, на 9 уровне пытаться ролить. Что я, наверное, сейчас и сделаю. Я возьму цепочку. Я возьму цепочку по той лишь причине, что цепочка, она массово дает отхил. И, соответственно, моей фигуры будет намного-намного дольше жить. Так, рыжего лиса на всякий случай взял. Некор... У меня 7 гоблинов, но... Может поставить некра вместо снайпера? Не, ну это халявный ролл, может вместо тебя. Не знаю, может как-то так сделать. А вообще можно алхимика реально закерить. Вот пока что реально можно перестроиться в алхимика. Закон подлости. У меня до сих пор цветка первого уровня стоит. И когда она мне уже не нужна будет, она апнется в двойку. Вот запомните мои сейчас слова. Просто запомните сейчас мои слова. Сейчас цветка в двойку придет тогда, когда она мне не будет нужна. От слова совсем. А вертолетик мне придет тогда, когда не знаю. В принципе, я уже буду собирать свой изначальный билд, о котором я говорил. Я думаю, уже многие забыли, когда смотрели этот ролик. Ну, пока смотрели этот ролик. Я буду собирать, наверное, драконов-ведьмаков через Свена. Вот мне что-то хочется, знаете, на ваншоты поиграть. Вот мне как-то... У меня 2 или 3 раза получилось за этот сезон собрать сборку Свена через драконов, через ведьмаков. И мне очень понравилось. И мне вот хочется повторить этот момент. Когда соберу, если соберу, ну, если получится, короче, давайте так, то я обязательно расскажу, в чем плюсы и минусы такой сборки. Ничего, если мне апгрейд приходит, обалдеть, фигура за одну монетку, приходит апгрейд. Это сильно, это надо отметить. Отметим это в календаре, да, ребят? Какое сегодня число, ну-ка напишите. Отмечаем в календаре конкретную минуту и говорим, что у меня фигуры апнулись в двоечку. Целых 2 фигуры. Ну ладно, одна за 2 монетки пришла. Был бы у меня уровень, а вы сейчас цвет еще поставил, у меня было бы 3 резака. Ну, нет так нет. Бауланг непонятно что собирает. Он вроде бы как собирает ведьмаков, потому что у него есть ТБшка. А вроде он собирает себе охотников. Непонятно для меня, что он там собирает. Да, наверное, какая-то новая тактика, что ли. Отлично. Просто прекрасно. Я, наверное, буду брать потихонечку уровень. Буду все-таки потихонечку брать уровень. И спектру может поставить вместо снайпера, потому что снайпер, ну извините меня... Ну да, и гоблина-убийцу тоже продам. Снайпер. Нужен ли мне еще снайпер со своим вот этим, со светой гномьей брошкой? Не, мне не нужен снайпер. Короче, я его буду продавать. Снайпер такой себе. Вот, кстати, Гритер против меня пришел. Но из-за того, что у меня есть баф гоблинов, то, в принципе, я Гритера не особо боюсь. Я переживаю его хрону благодаря того, что у меня есть баф гоблинов. Плюс еще Гритер не огромный, поэтому я спокойно переживаю его. Если у него там взгляд АЗС был, вот тогда да, тогда у меня были бы проблемы. А так у него... Вот, Там тоже 2 человека собираются в той же билд, который хочу я собрать. И надеюсь, мне просто немножечко больше фартанет. А еще у меня почти резак в тройку. А еще я все-таки буду брать 10 уровень. Так. Цветки нужны мне или не нужны? Мне, в принципе, уже, наверное, надо начать драконов собирать. В идеале мне в действительности начать драконов собирать. Но то, что там 2 человека собирают такой же билд, как у меня, это меня не радует от слова совсем. То есть у меня конкуренция появилась. У меня появилась конкуренция. А я такое не одобряю. Я такое осуждаю максимально. В комментариях пишем осуждение. Байт на комментарии. Байт на комментарии. Осуждаем всех людей, которые хотят собирать ту сборку, которая у меня.
И осуждаем этого человека, который сбил меня только что винстрик. У тебя и так много хп, у тебя и так много всего. Зачем ты меня бьешь? Минус 24 просто по лицу накинул. Ты сейчас, ну, в порядке там? У тебя все хорошо? Ну, по жизни там, ну, в целом ты... В целом, кто ты будешь такой? Ну, вот, цветка пришла. А нужна ли мне цветка? А не нужна мне цветка. Вот, ребята, не нужна. Все. Я не буду апать цветку. Она мне уже не нужна. Я уже буду полностью, наверное, с билда. Нет, все. Покупаем Свена, покупаем Темпларку, чтобы никому не досталось. Берем Ведьмачка, берем вот эту вот волшебника. Берем, ставим драконов. Драконы по-любому нужны. Главное просто успеть перестроиться. Если я не успею перестроиться, то у меня будут такие проблемы. Я думаю, вы себе просто представить этого не сможете, если я не успею перестроиться. Какие у меня будут проблемы. Берем 10-й. Так, пак пришел, отлично. Я, наверное, пока сыграю на чем, как же сыграть, так. Свен. Может, Свен вдруг еще ранее придет. Так, рязаков продаем уже. Тебя покупаем. Что мы видим? У меня есть 2 дракона, ставим спектру. Кого еще поставить? На самом деле я могу поставить сейчас фулл ведьмаков или не могу? Не могу, мне не хватает одного персонажа. И я возьму митриловые доспехи и буду перерабатывать их всех. Так, это уберу. Я чуть глупость не сделал. Еще бы чуть-чуть, я сделал бы огромную глупость. Так, что мне упало? Мьёльнир. Мьёльнир берем. Мьёльнир для Свена это хороший предмет. Он дает скорость атаки, которой Свена просто нету. Из-за того, что у Свена нету скорости атаки, то вы же сами понимаете, раз в сколько лет он будет давать свою тычку. Он свою тычку будет раз в 5000 лет давать. Поэтому нет, мне нужен Мьёльнир по-любому, он тут нужен. Ну, в принципе, сейчас для спектры он неплохо даже заходит, этот Мьёльнир. Все-таки у спектры есть удвоенный урон, если цель остается одна. Поэтому я думаю, это будет не ошибка сейчас сделать именно такую спектру. Но это конкретно сейчас. Я в дальнейшем все-таки хочу Свена поставить, потому что Свен будет ваншотать абсолютно каждого и всех. Тут орк просто собрался. Почему он просто орка собрал? Почему не собрал, как бы, ну... Темпларка приходит. Вот прям Темпларка намекает, собери меня. Я, наверное, сейчас полностью выйду из инкама. Я хочу попробовать найти всех драконов. Мне нужно 5 драконов найти. Вот кровь из носа, мне нужно найти 5 драконов. Так, ДК есть, отлично. А так, морской пришел, отлично. Вот так, вот так. Мне нужен ведьмак. Мне нужен ведьмак, мне нужен дракон. Так, дракончик есть. Времени мало, времени мало. Блин, я скипнул одного дракона нежить. Ладно, пока ставим такой баф. 6 гоблинов, 4 ведьмака, пусть будет такой баф пока что. Пока что пусть будет такой баф. У меня есть 3 дракона. Нужен ли мне алхим? В принципе, можно было бы попробовать через энергию Киры еще сыграть, но мне кажется, это будет очень слабо, если я через энергию Киры сыграю. Мне кажется, это будет очень-очень слабо. Так, бабка приходит, но она мне не нужна. Так, дальше. Нужен дракон, дракон. Так, ДК есть, окей. Алхимик. Да не, алхимика я не буду собирать. Слабо. Так, один дракончик. 4 дракона у меня есть. Перестроиться сейчас или позже? Блин, там 9 эльфов собралось. Это очень плохо. Тепларка. Давай, ну улучшение. Ну не ДКш. Ладно, я буду пытаться сейчас выставлять свой билд драконов. Все. Так, возьму вот эту и вместо Виверны. Оленя вместо Виверны, потому что олень это будет мой танчик. Там чел тоже Свена нашел. Он не успел ничего сделать, отлично. Есть! -1.
Минус один человек, который был тоже через Свена. Замечательно. Прекрасно. Просто... Спектра. Так, это меняем. Отлично. В принципе, все. У меня бабка стоит на столе. Я ее... Мне кажется, две спектры будут посильнее. Под фулл драконами, мне кажется, две спектры будут намного сильнее, нежели... Или нет. Мне надо МКБ найти. Не очень предметы, мне не нужны. Это слабые предметы для меня. Мне нужно МКБ. Ну, уклонения тоже пока что пойдут. Плюс скорость атаки, плюс все. То есть, в принципе, пока неплохой предмет это упал. Я не скажу, что он прям, ну, имба-имба, но лучше все-таки, чтобы не МКБ упало. Из-за того, что тут против меня есть эльф, мне нужно по-любому МКБ. Без МКБ меня вынесут эльфы. Я ничего не смогу сделать, если не будет МКБ. Тут, конечно, чел не через 9 эльфов играет, но тем не менее, посмотрите, как он меня душит. Просто трентуха меня душит, я его не могу убить. Меня тренд задушил, потому что у него взгляд АЗС есть. Если бы у него не было взгляда АЗС, то я бы, скорее всего, этого трента бы задушил. Отлично, Свен двойку. Просто замечательно. Так, собираем сейчас Свена. Благодать Дросси мы берем тоже. Будем керрить сейчас Свена. Все шмотки даем ему. Просто, ребят, держим сейчас кулачки на то, чтобы не упало МКБ. Упадет МКБ, все, я, скорее всего, эту игру просто разорву без единого шанса. Я никому не оставлю ни единого шанса, потому что у меня, во-первых, есть Свен в двойку. И я надеюсь, конечно, что ко мне придет сейчас Спектра в двойку. Там чел тоже хочет такой билд собрать. То есть у него там эльфы плюс ведьмаки. И тут еще есть полностью фуловый эльф. Короче, если не будет у меня МКБ, у меня будет огромные проблемы. Чел там играет через волшебников, он может спокойно там билды переделывать, поэтому... Фух. Ну, потненько. Я не скажу, что это не потненько, это потненько. Тут рыцарь собирается. Ну, рыцарь как бы против двух эльфов собрался, окей. Но там есть один ведьмак, смысл ты собираешь? Алое сердце, доспех экзорцизма и БКБ. Но на самом деле, я думаю, я буду все переживать по этой причине. Я, наверное, буду искать просто МКБ. Без МКБ у меня будут огромные проблемы. Там два эльфа. Я, наверное, буду рисковать. Ну, пробуем. Ладно. Ладно. Что еще могло мне упасть, кроме как это? Давай пробуем еще раз. Потрошитель классный предмет. Я бы его взял, потому что там будет двойной урон у самой значимой цели. Но мне надо МКБ. Боже. Боже. Вы это видите? Я уже Ну, это... Ой. Не, но сейчас я чела вот это вот на эльфа вынес. У него просто обычные уклонения, но я по нему попадал каким-то образом, неизвестным, я по нему попадал. Но я сейчас немножечко такой кринж ловлю. Ведьмак эльф. Раз. Второй 9 эльфов. 2. Да. Я, наверное, одним предметом все-таки поделюсь. Думаю, спектре отдам. Ей явно он лишним не будет. Просто 3 клинка тени. Я просто сейчас могу ими обмазаться и чувствовать себя так замечательно. 0,6 скорость атаки, атак 0,7. Но 0,1 скорость атаки, конечно, это сильно. Но лучше я, наверное, клинок тени один отдам все-таки спектре. Все-таки пусть у спектры тоже будет скорость атаки и уклонение, так как у нее еще будет двойной урон. Как раз цели, посмотрите, все кучно не стоят. Все в радиусе, просто посмотрите, спектра ваншотает, бегает. 7000 урона спектра нанесла.
Ничего себе там спектра нанесла урона. Неожиданно. О! Так, продать, продать. Спектру ап. И кого мне лучше закерить? Как по мне лучше закерить спектру, чем Свена сейчас. Кстати, знаете, я вот один момент упустил. Свен же дает баф со скилла всем своим демонам. И, соответственно, спектры и иллюзии тоже бафаются Свеном скиллом, потому что там есть некоторое время. То есть, ух ты, там 9 магов собралось, боже. У меня проблемы. Я-то БКБ скипнул, экзорцизм скипнул. То есть я 2 защитных предмета своих против магии просто скипнул. И вот просто пришли эльфы, я по ним не попал ни разу, и все, они меня вынесли. Хорошо, что не на все лицо. Хоть что-то радует меня. Не будет МКБ, у меня будет, ну, это все, это будет. Зато чел МКБ нашел себе сразу. То есть, смотрите, у меня 3 клинка тени, а чел такой МКБ. Вот так вот, щелчком пальца МКБ находит. Ладно, я попробую все-таки закерить себе спектру. Короче, вернусь к той теме, что Свен, я вот немножечко этот момент упустил. У меня сейчас фулл ведьмаки стоят, они дают плюс 60% к чистому урону, если ваши фигуры живы, естественно. И, соответственно, все ваши фигуры бафаются. А спектра, она кастует моментально свои иллюзии, поэтому иллюзии тоже бафаются уроном. И это на самом деле очень-очень-очень сильно. Это ни в коем случае не слабо, это очень сильно. То есть у вас каждая иллюзия чуть ли не по 2-3 тысячи урона у нее будет. Но рыцари я вообще сейчас даже в счет не ставлю. Смотрите, у меня даже цепочка была на мне, у меня просто закастывались эти иллюзии. И тем не менее, 7, 11, 15 тысяч урона от спектры. Здрасте. 15 тысяч урона от спектры. Нормально? Я считаю, неплохо. Итак. Ответственный момент. Придет ли мне сейчас МКБ или нет? Мне кровь из носа нужен МКБ. Да, там Макс сейчас 9 штук есть, но ему не будет сложность. Чел тоже с МКБ, боже. У всех есть МКБ, а у меня нет МКБ. Ладно, я сейчас заберу этого моба, а потом перекую предмет в 4-й тир. Надеюсь, конечно, мне МКБ придет. Будет тильт, если мне опять клинок тени выпадет. Это уже будет истерический смех, как у меня он был недавно. У меня что-то, кстати, начало подлагивать немного. Вот картинка как-то, как будто FPS падает. Но я не думаю, что RTX 3060 Ti не может тащить эту игру. И Башер упал. Ты, ну, у тебя в порядке с головой? Я, кстати, мифриловые доспехи, не знаю, может скипнуть или не скипнуть. Я бусы скипну. Да, я скипну бусы, сейчас... О, МКБ, спасибо. Чтобы вы понимали, МКБ мне выпало последней шмоткой из 4-го тира. Короче, почему я... Что я хотел? Что я хотел сказать? Почему я не скипал предмет 3-го тира, вот эту броню? Просто из головы вылетело за секунду. На меня сейчас будут вешать дебафы такие, как обезоружь и тому подобное. По этой причине я не стал скипать этот предмет. Этот предмет сбрасывает все таргетные дебафы, которые на вас летят. Но только один раз. А потом КД. То есть, там, допустим, хекс прилетит, он его должен сбросить. Но, по-моему, он не сбрасывает хекс 5-го тира. Все, нашел МКБ, проблемы решились. Проблемы решились сами собой. Просто мне нужно было МКБ. Спасибо, что МКБ пришло последней шмоткой. Из всех фиолетовых предметов. 3 клинка тени. И МКБ у меня в кармане. Ну все, можно на инкам встать. Можно и деньги подзаработать. Ну, рыцарь вылетел. Можно было бы скипнуть благодать Дресси и найти предмет 4-го, точнее 5-го тира какой-нибудь. Но на самом деле я не хочу вот этот доспех скипать. Слишком уж он полезен.
Если на меня накинется какой-то обезруш, то я обезруш скину этим доспехом. Но если же накинется что-то другое... Ну, короче, какой-нибудь дебаф я смогу скинуть этим предметом. Обезруш. Хотя и обезруш. Вот. Вот, кстати, это эльфы. Да ну чел, ты на эльфах можешь и не стараться. Все, все, это ГГ. Я нашел уже МКБ, понимаешь? Тебя уже ничего не спасет. Давай, там перестраивайся в каких-то магов 9 штук, которые ты делал до этого. У тебя тогда шансы будут. Но на самом деле, если он перестроится в магов 9 штук, проблемы будут у меня. Не у него, у меня. 9 магов я еще немножко опасаюсь, если честно. Боже, как же я случайно скипнул сейчас предмет. Так, это тебе, это тебе. Максимально полезно шмотки только что распределились, да? Все предметы почему-то в Леона закинулись. Вот такой полезный персонаж будет с руки убивать. Но, кстати, чел тоже через Свена играет. А он через Темпларку вообще играет. Фух, я думал, что я сейчас досмеюсь. Я думал, что уже все, мне ГГ будет. Просто 20 150 урона. Так получается, Спектра намного сильнее, чем Свен в определенных моментах. Просто у Спектры, во-первых, иллюзии бафаются за счет Свена. То есть максимально идеально это делать Свена и Спектру вместе, потому что Свена скилл бафается после того, как появляются иллюзии Спектры. И, соответственно, иллюзии Спектры тоже имеют увеличенный урон. Там примерно 1500 у каждой иллюзии. Если смогу выделить, я покажу. Просто там иллюзии, они не особо нормально выделяются. Они криво выделяются. И раз в секунду, прикиньте, вам будет прилетать от иллюзии Спектры. Я выиграл. Шикарно. Просто замечательно. Это было хорошо. Это было хорошо. Это было очень и очень хорошо. Прям замечательно. Но чел там тоже себе Свена в двойку нашел, Темпларку в двойку нашел. Вот просто, несмотря на то, что мне максимально ужасные предметы приходили, вот объективно, да, я думаю, каждый сейчас, кто видел, сколько мне клинков в тени выпало, а не полезные предметы МКБ, сидел просто, ну, в шоке вместе со мной. Если бы мне намного раньше пришло МКБ, то я бы намного раньше ощутил импакт от себя и смог бы выносить здесь всех. Я бы тогда смог взять себе доспех экзорцизма, чтобы скидывать всякие дебафы в виде стана и тому подобное. Но вот просто одно МКБ, оно мне не приходило кучу времени. Вот реально кучу времени не приходило. Короче, ребят, вспоминаем про байт на коммент. Это раз. Помните? Я уже сам забыл, поэтому, если что, вспомните там на видосике, паузу там поставите и ответите. Вот. Еще у меня есть к своим зрителям несколько вопросов. Ребят, мне хочется услышать от вас, как вам подача контента? В каком направлении стоит немножечко поработать? Да, я уже знаю, что я спрашивал 10 тысяч раз это, но я хочу узнать, насколько видео для вас как познавательное, так и развлекательное. Насколько подача контента хороша. То есть весело, там интересно смотреть и многое-многое другое. То есть опишите вот эти вот все моменты, пожалуйста. То есть мне хочется понять, в каком направлении стоит немножко себя доработать и тому подобное. То есть мне, ну, как мне, я вот сколько раз пересматривал ролики, мне немножко кажется, что не хватает какой-то развлекухи, движухи, то есть вот что-то типа такого. Что думаете вы? Вот это вот самый главный вопрос. Как вам подача контента, насколько развлекательный контент, насколько познавательный и насколько интересно его смотреть с такой подачей и много-много-много еще. И какие стороны стоит все-таки там немножечко подкорректировать, подрулить. То есть вот такие вот вопросы. Я спрашивал в телеграм-канале, спрашивал везде, в принципе, но я понимаю, что игра это, ну, знаете, не камеди. Я это прекрасно понимаю, и сложно здесь из этого контента сделать что-то какое-то развлекательное. Поэтому просто дайте мне фидбэк на этот счет. Насколько развлекательно, насколько интересно, насколько хороша подача. В принципе, все. Ребят, всем огромное спасибо за ваш просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий в поддержку моего ролика и моего канала, потому что чем больше комментариев и лайков под видосом, тем больше взлетают рекомендации и тренды, а соответственно становится больше аудитории. А так как у меня цель хотя бы до Нового года достичь 2000 подписчиков, то мне бы хотелось, чтобы вы мне с этим помогли немного. Поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. И не забывайте, у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу
по обновлениям этой игры пишу, когда у меня стримы, введу в свой небольшой личный блог, и у нас еще там есть чат комьюнити. Поэтому не стесняйся, присоединяйтесь. Флуда спама, рекламы никакой там нет. Всем спасибо и всем удачи и до следующего ролика.